Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит программу «Территория гласности». Я Ксения Туркова, и сегодня на этой территории я приветствую музыкального критика Артемия Троицкого. Добрый день. Я смотрела комментарий ваш, когда вы были в Хамовническом суде, кажется, весной, и вы там говорили, что, выражали надежду, по крайней мере, на то, что власть в скором времени прекратит этот дутый мерзопакостный процесс. Вот с тех пор прошло примерно полгода. За эти полгода вашей надежды стало больше или стало меньше? У меня есть такое ощущение, печеночное ощущение, что все-таки как-то наши люди, наш народ, да, себя все более и более активно проявляет. Не обязательно в деле Ходорковского-Лебедева. Это касается каких-то вопросов, связанных с местными выборами, это касается каких-то вопросов экологических, касается каких-то вопросов, связанных, скажем, с коррупцией наших властных эшелонов, каких-то явно несправедливых, сфабрикованных судебных дел и так далее. А вот то, что на процесс сейчас ходит все больше и больше каких-то известных людей, не по одному разу, а несколько раз приходят. И вот, допустим, у меня друзья-журналисты, они иногда туда захаживают. Это что? Это все-таки то самое проявление гражданской активности, о котором вы сейчас говорили? Или, может быть, люди как на такой аттракцион ходят посмотреть? Я думаю, что нет ничего особо дурного в том, чтобы приходить на это дело, да, как на аттракцион или как в цирк, потому что это на самом деле цирк. Вот, это на самом деле театр абсурда, и надо сказать, что пьеса эта поставлена по всем законам Ионеско и Беккета. Я думаю, что многие люди просто приходят туда, может быть, даже ища какого-то вдохновения, ища там каких-то инсайтов, чтобы им там потом написать пьесу или сочинить песню или что-нибудь еще такое. Вот. И я, кстати, своим друзьям советую это вот именно с этой точки зрения. Я говорю, что бог с ней с политикой, бог с ней там с гражданской позицией и так далее, но вот сходите, посмотрите, потому что вот это вам просто очень наглядно продемонстрирует вот всю эту тупость, косность, фальшивость и лицемерие нашей системы правосудия. Ну, а где система правосудия, там, собственно говоря, вся система. А вот сейчас судья Данилкин, он удалится для вынесения приговора, через какое-то время, потому что уже сейчас прения идут, и вот-вот этот момент наступит. Все-таки войдет он в историю, этот судья Данилкин, или своим каким-то более-менее справедливым решением, или нет? Я не думаю, что судья Данилкин войдет в историю. Я думаю, что приговор, в общем-то, более или менее понятен. При всей абсолютной неказистости и неубедительности этого дела, я думаю, что там по каким-то пунктам обязательно признают виновными. Может быть, скажут для отстрастки, что здесь и здесь это не было доказано, зато вот здесь, здесь и здесь это все доказано. На мой взгляд, вся эта история, она вообще абсолютно нерациональна, в какой-то степени загадочна. Стране нашей, Российской Федерации, она повредила жутко. Со всех точек зрения, я уже не говорю там о всякой фигне типа имиджа там и так далее. Мы же улучшаем все время имидж бесконечно. Да, мы его улучшаем, а он только ухудшается. Причем ухудшается это, слава богу, я за границей бываю. Я думаю, более такой неприятной, неаппетитной страны, чем Россия, сейчас в мире нет. По крайней мере, из таких, из стран заметных, да. Вначале вы же сказали, что вы оптимистичнее стали, а сейчас уже как-то подошли к тому, что все плохо. Нет, я оптимистичнее в плане настроя нашего народа. Вот. Но дело в том, что так быстро, в общем-то, дела не делаются, да. Я считаю, что народ должен еще так немного окрепнуть, почувствовать себя в силе, вот, провернуть еще иное количество каких-то хороших дел, заставить власть себя уважать. Власть, естественно, по-прежнему народ не уважает. Вот. Тогда, может быть, как-то имидж начнет улучшаться. Есть люди, которые боятся, да, там, скажем, предприниматели, какие-то люди более или менее богатые, журналисты. Очень многие боятся.
боятся за свой бизнес, за свои доходы, за свою безопасность, за свою там и шкуру, и свои там сбережения и прочее, прочее. Боятся. Есть люди, это в основном молодежь, которая больше думает о карьере и о каких-то, может быть, вещах таких материальных, то есть они более амбициозные, но скорее, опять же, амбициозны в плане материальном. И при этом тут, может быть, одно из главных настроений – это желание вообще отсюда свалить. Вот. Я постоянно, вот, пожалуй, вот таких вот свальных настроений, как последние годы, я не помню. Вот это желание свалить из страны, это связано в меньшей степени с политикой, в не слишком большой степени с экономикой, связано просто вот с тем, что обрыдла вот жизнь у нас поганая, тоскливая, какая-то зябкая, неказистая жизнь. Вот. И страшно и за себя, и за детей, и за воздух, и за воду, вот, и за то, что в любой момент тебя могут остановить там как бы стражи порядка и что угодно с тобой сделать, вот зависит произвол за всю эту коррупцию. Все как-то неправильно. Вот. Могу сказать, что при том, что во всех странах есть проблемы, и очень существенные проблемы, огромные проблемы, и в Европе, и в Америке, но по сравнению с Россией это мелочь. Потому что вот им бы наши проблемы, я думаю, что люди бы там просто вымерли или сдохли, они себе не представляют, как мы тут живем. Скажите, а что вы вкладываете в слова «гражданская позиция»? Вот что это для вас? И вы относите себя к граждански активным? Я никогда себя не ассоциировал ни с какими политическими движениями, объединениями, ни с какими гражданскими фронтами там, прочее и прочее. Я смотрю на деятелей нашей оппозиции, вот, но я не знаю, меня тоска берет. Так что я сам по себе, вот, но при этом я человек активный. Я уж не знаю почему. Генетическим образом, я так думаю, это как-то сформировано. Я не понимаю, как живут все остальные люди, которые сами себе затыкают рот, которые живут по каким-то законам, которые для них писаны другими и так далее. Я все законы своей жизни определяю сам, да. А если вы встречаете, ну, обнаруживаете, допустим, в своем окружении человека абсолютно равнодушного вот к тем проблемам, к которым вы неравнодушны, вы разочаровываетесь сильно? И вообще часто в последнее время бывают такие разочарования? Все мои друзья из мира культуры, будь то музыканты, художники, киношники и так далее, это все люди, ну, которые, в общем-то, интересуются тем миром, который вокруг них шевелится, которые неравнодушны, с которыми я всегда все могу обсудить и так далее. Другое дело, что не все эти люди готовы к каким-то активным действиям. Но тот же Валера Тодоровский, скажем, снял фильм «Стиляги». Да? Это развлекательный фильм, музыкальный развлекательный фильмец. Но это шикарный фильм, прекрасный фильм, который вот этими самыми веселенькими песенками и напомаженными коками и юбками солнца, тем не менее, ведет разговор о важнейших вещах, просто базовых вещах, то есть это свобода. В первую очередь это свобода, независимость, умение отстоять свое мнение, свой стиль, противостоять вот этой самой государственной машине и так далее. Поэтому я, скажем, считаю, что «Стиляги» — это фильм гораздо более, условно говоря, диссидентский, чем масса там всяких заявлений какого-нибудь Касьянова или каких-нибудь там еще наших этих оппозиционных карьеристов. А если бы позвали вас Путин или Медведев на встречу творческой интеллигенции, вы бы пошли? Для меня тут важно, чтобы это была встреча, у которой был бы результат. Для меня важен результат. Мне пиар вообще за даром не нужен. Я и так гораздо более известен, чем мне самому бы хотелось. Я человек абсолютно вот начисто лишенный там какого-то тщеславия, там, чтобы на меня смотрели. Там. А Шевчук разве добился результата какого-то? Шевчук добился результата. Шевчук продемонстрировал всей стране,
что можно с Путиным разговаривать абсолютно на равных и абсолютно нелицеприятным образом, и не смотреть на него снизу вверх так вот, с заранее поджатыми лапками, вот, а просто вот так вот на встречных курсах. Он первый, кто это сделал, вообще первый. Вот, я считаю, что он очень многого добился, то есть это просто прорыв, да. Но мне, несомненно, было бы интересно встретиться в маленькой компании